Друзья, всем приветствие! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Пока продолжается новогоднее гуляние, праздники, настроение такое вот хорошее. Есть время заняться видосиками. В данное видео снимаю видео про рыбалку, а именно поимку легендарных рыб, среда обитания легендарных рыб. Да, на что ловится, расскажу, покажу. И взятие тех или иных квестов, чтобы запустился данный квест. Награда, я бы не сказал, что для меня это прям какая-то была вау, но я так думаю, что данная цепочка квестов как раз-таки для тех, кто любит стопроцентное прохождение данной игры. Всем приятного просмотра и хорошего вам дня! Друзья, после вводной части игры наша банда разбивает лагерь, собственно, пытается как-то обустроиться, и наш персонаж как раз-таки начинает взаимодействие в лагере с теми или иными персонажами. Как раз-таки в один из моментов я натыкаюсь точнее на Эбигейл. Это мать некого мальчика Джека, на что она указывает, что Джеку якобы скучно, Джеку надо внимание, так как батька где-то там болтается, не знаю, охотится или еще чем-то занимается. В общем-то, Джек видит в нас некого дядьку добряка, где-то, может быть, авторитета какого-то такого доброго, лояльного. Вот. И после диалога с матерью мы отправляемся разговаривать с мальчиком, о чем мы договоримся пойти якобы с ним на рыбалку. Это как раз нам поможет запустить, скажем, один из квестов начального уровня на то, что мы вообще в целом можем ловить рыбу. То бишь мы получаем ту самую удочку. И вот после уже как мы отправились на рыбалку, как раз таки это будет та вводная часть обучающего в рыболовство, как обращаться с удочкой, какая там наживка, там вот это вот все. Забегая наперед, да, это только первая часть, я покажу, куда направляться дальше. У нас в игре присутствует всего 15 легендарных рыб, но из них мы сможем всего лишь заловить 14. Итак, друзья, после того, как мы порыбачили немножко с Джеком, поучились, нам надо отправиться чуть севернее нашего лагеря. Показываю как раз-таки меточка, где находится на некий причал, где будет нас ожидать некий персонаж, который начнет нам рассказывать про тех самых легендарных рыб, именно что они из себя представляют, там какую ценность, что он якобы коллекционер. После того, как мы уже с ним непосредственно поговорим, да, он нам вручит визитку, где, опять же, из разговора будет сказано, что при поимке легендарной рыбы отправляйте мне на почту ту самую рыбу вот по этому адресу. И как раз-таки даст нам карту, где среда обитания тех самых легендарных рыб. Нам остается только лишь одно, это с вами получить наживки, да, на которые будут, скажем так, ловиться те самые рыбы. Друзья, как открыть ту самую карту легендарных рыб? Зажимаем B либо I на клавиатуре, за кемпад, извиняюсь, не скажу. Ищем свиток карты, нажимаем среда обитания легендарных рыб и смотрим приблизительное местонахождение тех самых легендарных рыб. Далее мы отправляемся на озеро Лаграс за теми самыми приманками. Находим продавца, женщину, которая как раз таки продает особые приманки. То есть покупаем 3 штуки, более нам и не надо. Особая речная, особая болотная, особая озерная приманка. Забегая опять же наперед, совет такой, что ловить лучше днем либо утром, но поимка будет у меня также, по-моему, и вечером или в ночное время. Использую я
подходя к водоему и когда достаю удочку, мне игра подсказывает, где я нахожусь. То есть возле озера, возле речки. Ну и соответствующую наживку я надеваю. Хотя рыба легендарная клюет, ну, как минимум, наверное, на 2 приманки. Далее у нас самый первый легендарный — это длиннорылый панцирник. Он находится как раз-таки недалеко от данного магазина, который чуть выше. Спускаемся на меточку данной рыбы, достаем нашу удочку, одеваем, да, обязательно болотную особую приманку, так как легендарные рыбы клюют, опять же, из диалога в катсцене с этим рыбаком. Я понял, что и ребята из чата подсказали, что легендарная рыба клюет только на особую приманку, то есть озерная, речная. И мы также когда закинули удочку, да, можем нажать меткий глаз, опять же посмотреть, имеется ли какая-нибудь рыба в водоеме. Но обычно, скажем так, при подходе к среде обитания легендарной рыбы игра нас оповестит о том, что здесь есть такая-то рыба легендарная, вы можете попробовать ее поймать. Если же вы пришли и у вас, скажем, пишет игра о том, что что-то там вы в какое-то время ночное там или не в то время пришли, типа попробуйте прийти позже. Друзья, ну тут все очень просто. Отдыхаем где-то, разбиваем лагерь, отдыхаем, подходим снова к этому месту и начинаем заниматься той самой рыбалкой. После того, как я уж не буду говорить, наверное, про сам процесс, потому что я также учился во время прохождения игры, я проходил ее впервые, эту игру. Ну, есть, да, чему поучиться именно в подсекании, именно когда рыба начинает дергаться, да, когда вы подсекли. Тут стоит отметить, что советов, наверное, никаких не дам, но только лишь один, что при ее манипуляциях сорваться с крючка, просто отпускайте все кнопки, не подкручивайте леску и ничего не делайте. А в противоположную сторону, только вот опять же по подсказкам игры, водите мышку. То есть она вправо, вы влево, она влево, вы вправо мышку. Все. Как только она успокоилась, дальше нажимаете подкручивать и удочку настраиваете вверх, чтобы быстрее сблизить добычу с вами. Итак, после того, как мы поймали того самого панцирника, мы что делаем? Берем его в руки и нажимаем «Оставить ее себе». Подходим к лошади, да, и как всю любую добычу ложим или кладем, как уж правильно, на саму лошадь. Отмечаем ближайший пункт почты и направляемся, собственно, к самому почтальону. По прибытию к почтальону нажимаем «Отправить почту», и вуаля, тот самый рыбак, который нам ранее давал визитку для поимки, получает первую добычу, с чем вас и поздравляем. Так, друзья, отправляемся за второй легендарной рыбой. Это у нас будет легендарная щука маскинонг. Она находится у нас рядом с торговым постом Ван Хортер. Да, вот меточку ставим и направляемся. Приехал я туда в дождливую погоду, даже в пасмурную. И по прибытию вам надо было спуститься там к некому маяку, такому, как я понял, дождливо-туманная погода еще меня настигла. Одеваем особую речную приманку, да, и становимся справа как раз-таки от этого маяка. Ну и занимаемся следующей поимкой легендарной рыбы, что опять последующим идем на почту и отправляем. После того, как мы отправили нашу легендарную щучку, направляемся за легендарным желтым окунем в Элизиан-Пул, локация обитания Элизианский бассейн, как раз таки недалеко от торгового поста Ван Хортер.
Итак, друзья, кушка кидаем в сумочку и направляемся к северу от Анисберга за радужной форелью. Становимся, наверное, я бы сказал бы слева от водопада, хотя там что справа, что слева роли, наверное, не сыграет. Берем особую речную приманку и начинаем, собственно, ловить. Это у нас уже 4-й в списке наших легендарных рыб. Ну, легендарная? Вот это рыба! О, это что-то да. Да, легендарная радужная форель. Так, друзья, следующее по списку после отправки желтого окуня и радужной форели по почте у нас идет легендарный синежабренник. Локация обитания к юго-западу от города Роудс. Прогуляемся вдоль берега, достаем особую озерную приманку, хотя мне подсказывали, что и речная тут подходит, но, по-моему, так, может быть, и не работает, я не знаю, но подсказки подсказками, но все-таки среда обитания водоема и использование той приманки, подходящей по названию, мы арканим как раз-таки того самого легендарного синежабрика. Это у нас 5-й в списке. Итак, после поимки легендарного синежабренника отправляемся на реку Дакота за легендарной полосатой щукой. Да, локация обитания у нас река Дакота, по-моему, недалеко от второго как раз-таки нашего лагеря. Там, как вы видите, справа от марки, от метки проходит дорога. По этой дороге, ну, скажем, левее спустился чуть ниже к реке, закинул удочку, одев обязательно особую речную приманку, мне удалось поймать щуку с первого раза, что пополняет наш список легендарных рыб. Кладем ее в сумку, в карман, куда там уж кому, и направляемся к следующей поимке. Так, друзья, следующий список у нас по номерам 7 пополняет легендарный лосось в локации обитания озера Изабелла. Это что к северо-западу от города Стоубери. Одеваемся потеплее, так как я налегке сюда пришел, съел немало еды. Ну и рыбёха, собственно, наверное, одна из таких самых для меня показалась лютых. В том плане, что баркается, где-то там далеко ловится. Ну, в общем, находим данное место по отметке, когда приходим, и начинаем поимку.
Так, ребят, как только поймали лосося, опять же, отправляемся на почту, скидываем всю нашу до этого пойманную рыбу, потому что, ну, следующее ложить, собственно, некуда, да. И мы направляемся следующим. У нас, я в прошлом поимке рыбы назвал Стовбери. По-моему, называется она Стробери город. Вот. Следующий у нас идет легендарный малоротый окунь, что находится в среде обитания озера Аванджиля, или Аванджия, вы уж извините, как-то я вот так вот говорю, к западу как раз-таки от городка Стробери. Да, а предыдущий лосось был как раз-таки к северо-западу, то есть выше. Одеваем, когда придем на среду обитания, да, вот хотел сказать, видите, тут написано, вы обнаружили место, где можно поймать рыбу. Это, то есть, когда я искал по этой самой карте легендарных рыб, думал, смогу ли я отыскать. Да, я отыскал всю легендарную рыбу. И с напутствием где-то, ребят, но в основном это шла вот по этой карте. Да, то есть кружишься, ездишь где-то приблизительно по местам локации, чтобы искать. И вот как раз-таки вот эта вот пометка, когда игра, собственно, нам повествует, и где находится легендарная рыба. Как только я сюда пришел, да, я ловил тут неоднократно. Старайтесь ловить возле данного моста. Ближе к мосту, вот сейчас вы увидели. Как раз вот подходишь. С одного или с другого берега, мне кажется, тут без разницы. Главное, чтобы тут был день, так как ночью я не смог поймать. Поэтому в начале ролика я говорил, что ловите либо утром, либо днем. Одеваем у нас озерную особую приманку и, собственно, пополняем список наших легендарных рыб. После чего, опять же, отправляемся на почту, потому что рыбешка у нас большая и занимает, собственно, больше веса. Ну и дабы, чтобы ее не утратить. 9-й список, ребята, легендарных рыб у нас пополняет легендарный каменный окунь. Как раз таки он обитает в озере Аурора к западу от Блэкроута. Да, при поимке, опять же, ребятам спасибо, привет вам передаю. С чата говорят, вставай на причал, быстрее будет ловиться. То есть, собственно, заходим на этот сломанный причал, да, потом рыба у вас не упадет, если, как я, вы побоитесь с причала ловить, знаете, назад понесете, типа упадет. Нет, ничего такого не будет. Встаем на причал, берем особую озерную приманку, так как среда обитания озера, и начинаем ловить. Да, погода, опять же, это утро, день, не забывайте. Тут ничего сложного. Поимка, кладем ее в карман или в рюкзак и направляемся к 10-му списку легендарных рыб. Десятый список наших легендарных рыбешек пополнит легендарная красноперая щука. Локация обитания у нее, я как перевел, это пруд Стилватер, либо ручей Стилватер. В общем-то, ставим меточку и направляемся к юго-западу от Блэкроута. Так, по прибытию достаем особую озерную или речную приманку. Там уже игра потом подскажет. И также занимаемся поимкой. Итак, друзья, следующая у нас по списку легендарной рыбы идет большеротый окунь, что в локации находится река Сан-Луис. Да, можете ориентироваться по буковке S и чуть выше еще Лака, по-моему, озеро какое-то. В общем-то, по прибытию одеваем особую речную приманку, как мы увидим, вечернее время, не день, не утро. Но, собственно, получилось ее заарканить в любом случае, что пополняет еще один наш список.
После того, как мы скинули нашего окуня на почту, направляемся в Сен-Дени, смотрим по отметочке, как раз таки находится следующий легендарный озерный осетр к юго-западу от Сен-Дени. При входе в локацию игра нас оповестит о том, что здесь можно поймать легендарную рыбу. Но опять же, да, это дневное время суток. Проходим по мосту от Сен-Дени с левой стороны Ряска. Долго я тут ловил его, попадались панцирники, пока я не прошел дальше, вот как раз таки проходя ту самую рясу, да, которая на воде. Ловим мы ее абсолютно на любую особую приманку. Я ловил на, по-моему, речную, озерную. Поймался он у меня вроде как на озерную, я уж сейчас не припомню. Ну, суть такова, что когда вы ловите рыбу, там написано, какую приманку он клюет. То есть я и на ту попробовал. Поставил сначала речную, очень много панцирников ловилось, потом на озерную или наоборот. Ну, не столь важно. В общем, занимаемся поимкой и переходим уже, наверное, к завершению наших легендарных рыб. Дальше в списке, друзья, легендарных рыб у нас будет легендарный американский сом. Обитает он возле острова Сисика, как раз таки, где мы спасаем Джона, расположена местная тюрьма. Да, я уже играл здесь за Джона, а не за Артура, хотя КВС брал за Артура. Вот, найдите на берегу обязательно лодку, смотрите, не утоните, да, я там очень много ковырялся, как бы не утонуть. Собственно, ну, стамину ел, в основном исполнял, да, то есть выносливость, здоровье и греб до того самого острова. Приманка у нас идет как раз таки на этого американского сома, особая речная приманка, но будьте аккуратны. Как только вы догребли, занимаемся поимкой, ну и, собственно, потом далее мы отправляемся назад. И я направился в Роудс отправлять всю легендарную рыбу, которую нам, собственно, поставил задачу поймать тот самый рыбак. Отдыхаем, жгем костер или что там, палатка, либо отель, что у вас там будет. И отправляемся в Роудс. Почему в Роудс? Ну, потому что нам все равно потом идти за приглашением, которое мы получим по почте после отправки всей рыбы от того самого рыбака, что он нас зовет в гости, типа надо к нему прийти, что-то там обсудить. Итак, ребята, после того, как отправили, да, всю рыбу, нам необходимо подождать сутки, и после чего вернуться как раз-таки на почту. Вот забыл немного добавить информации, что когда вы будете отправлять рыбу по $5, по-моему, большая, да, она там стоит отправку вроде около $5, но я не знаю, у кого какая репутация, может быть, у кого-то дешевле. Смысл в том, что нас как раз-таки Джеймери Гилл, вот этот вот рыбак, будет, то есть он даст нам награду, то есть пополнит нам тот самый, ну, скажем так, капитал, который мы потратили на отправку, он нам восполнит. Вот. После чего, как мы поспали, возвращаемся назад, вот как раз-таки мы получаем приглашение. Тут можете поставить на паузу, почитать, что он, собственно, там рассказывает или сообщает. Ну, в общем-то, что он получил всю рыбу и готов что-то там с нами встретиться. Я так вкратце по памяти, честно рассказываю. Можете прямо, если интересно, все досконально это зачитать. Но смысл в том, что мы приходим к нему, и он нам рассказывает про какого-то легендарного сома, канального. Вот, канальный называется. Вот, собственно, после диалога с ним мы как раз-таки направляемся на ту самую поимку вот этого канального сома. По его словам из диалогов, он где-то весит 200 футов, то есть это где-то 80 килограммов, ну, то есть это очень огромная рыба, скажем так. Я хочу, чтобы ты сфотографировал. Ну и смотрим, наверное, кат-сцену, а потом я дальше включу диалог и дополню. Это у нас получается 14-я легендарная рыба, будет как раз-таки вот этот канальный сом. Ну, давай. Закрепить фокус. Я даже собирался сделать
Я поеду в округ Колумбию, поговорю об этом. А потом я поеду в Европу и буду учить королевские семьи рыбачь процесс. В процессе они подружатся. Давай скорее поймем эту рыбу, отправимся домой. Я готов. А теперь ждем рыбы. Такие твари, они чуют отчаяние. Ясно. Да так, чтобы поспокойнее расслабиться. Релакс. Не-не, спасибо. Давай, ты лови рыбу. Меня приглашают в Китай, я буду там рыбачить вместе с императором. Ну где чертов сом-то? Итак, друзья, тут начинается у нас как раз-таки ночь, когда начинает клевать сом после нашей фотосессии, как попросил нас Джемери Гилл. И Джемери Гилла утягивает сом как раз на дно. То бишь он его съедает или что-то там с ним случается. И нам остается награда, это всего лишь его шляпа и там особая какая-то приманка. Ну, собственно, приманка, как я понял, замещает всю особую озерную, речную и болотную приманку. Да, ну и по итогу награда у нас вот стоит такая. Это вот эта вот приманка, это шляпа и получается $50. Это возмещение убытков при той самой отправке. Спросите вы канального сома поймать? Вы знаете, я тут половил во время стрима, пока шел вот это вот ажиотаж, думал, ну сейчас я заловлю. После чего мне в комментарии написали, что невозможно его поймать. Это такая задумка, видимо, сюжета. То есть, как бы он его съедает, и вся награда, которую вы получили, вот она у вас перед носом. Вот. Далее у нас идет 15-я легендарная рыба. Сейчас чуть попозже вам как раз-таки покажу, как получить ее. Но на этом поимка легендарных рыб именно с Джемери Гилл заканчивается. Так, задание по поводу легендарных рыб Джемери Гилл мы закончили. И у нас остается последняя 15-я легендарная рыба. Это у нас легендарная щука. Опять же, после знакомства у нас с таким детком, нашим дружбаном, ветеран Хэмиш, который сидит у дороги и говорит нам свою некую историю. Находится, да, он как раз-таки вот здесь, вот недалеко от озера. Направление, вот смотрите, да, там зайца, возле зайца. Вот. Сидит у камня и просит нас привести его лошадь, которая убежала, видимо, на водопой с протезом с его. После того, как мы ему привели его верного коня, да, он с нами побратался, можно сказать, и пригласил нас в гости. У него, по-моему, всего получается там 4 квеста. Вот как раз-таки в ход второго выполнения квеста будет та самая рыбалка. То есть он и охотник, и рыбак. И вот во время выполнения данного второго квеста он как раз-таки нам покажет, где находится легендарная щука. Тем самым мы завершим наш список легендарных рыб в данном видео. Ну а всем, кому понравилось, подписывайтесь, поддерживайте, ставьте лайки. Хорошего вам настроения, добра, позитива. С вами был Мишаня. Ну и всем пока. Тихо, тихо, тихо.
Я просто... Нет, я просто не знал, как удочку вверх делать. Отец ее фигачит там. Хорош, будь ты проклят, тиран. Пистолет еще достал. Извините. За что ты извиняешься? Ты его поймал. Это по логике первая рыба легендарная, которая коллекционеру не нужна. А, ну это как животные, да? Вот, типа, есть... кто там у нас?